2000 год. Июль. Германия. 11-й этап чемпионата мира. Хоккенхайм. 4-й сезон противостояния Михаэля Шумахера и Мики Хаккинена. Ситуация в чемпионате, как всегда, в те годы плотная. У лидера Феррари 56 очков, у Дэвида Култхарда 50, на 2 очка меньше у Хаккинена. 36 очков к тому моменту набрал Рубенс Баррикелло. Бразилец проводил свой первый сезон в Феррари, но не блистал. Пара сходов, 6 подиумов, но ни одной победы. И это при 5 викториях у напарника и такого же количества побед у гонщиков Макларена на двоих. Даже на пресс-конференции перед гонкой, говоря о своих соперниках в чемпионате, Михаэль Шумахер кивал как раз на пилотов Макларена, а о напарнике даже не вспоминал. Квалификация прошла в переменчивых погодных условиях. Дождь то усиливался, то прекращался. Впрочем, лидеры справились довольно сносно. Култхард стоял на поле, рядом с ним Шумахер, на втором ряду Джанкарло Физикелло и Хаккинен. Баррикелло же не повезло. Проблемы с болидом, неудачный выезд в дождь и 18-е место на стартовом поле. На старте Шумахер среагировал плохо. Култхард еще хуже, чем воспользовался Хаккинен, прошмыгнувшись с 4-го места на 1-е. Дэвид был больше занят тем, чтобы перекрыть траекторию Михаэлю. Тот перекрестил, но на внешней уже был Физикелло. Столкновение, и Михаэль сходит в 3-й раз подряд, говоря «Ауфидерзейн» своим шансом набрать очки в домашней гонке. Немец был недоволен, но Физикелле банально было некуда деваться. Гоночный инцидент бывает. В Макларене сдержанная радость. Полдела сделано. Оба пилота лидируют, главный соперник сошел. Баррикелло же отлично стартовал, отыграл кучу позиций еще до первого поворота, прошел пару соперников в эсках и закончил первый круг уже 10-м. Дальше бразилец продолжил свой прорыв. Позади остались оба болида Бар, Эдди Ирвайн, Йос Ферстаппен, Джонни Херберт. И вот Рубенс уже в топ-5 и просто летит по трассе. Следующие жертвы – Педро де ла Роса и Ярно Трулли. Обойдя их, к 15-му кругу Баррикелло вышел на подиумную позицию, мечтать о которой на старте было бы довольно смело. Всю первую треть гонки красная машина была самой быстрой на треке, но вскоре последовало объяснение этому темпу. Бразильца зазвали в боксы на дозаправку. Он выбрал тактику 2 пит-стопов против одного у большинства остальных. На трассу Рубенс вернулся 6-м, уехавших далеко в отрыв Макларенов уже было не достать, но 3-я позиция на финише от него, скорее всего, никуда не делась бы. Даже несмотря на лишний пит-стоп, опередить Трулли и де ла Росу темпа бы хватило. Но тут в ход всех этих прикидок вмешался случай. Один из зрителей проник за ограждение и оказался рядом с гоночным полотном. Перебежал через дорогу, чтобы не быть пойманным комиссарами, и спокойно гулял по газону, привлекая внимание к своему плащу, на котором были написаны претензии в адрес концерна «Мерседес», уволившего бедолагу после 20 лет работы. Месть удалась. Дирекция гонки выпустила машину безопасности, от чего больше всех пострадали как раз пилоты с двигателями «Мерседес». Отрывы были утрачены, и почти все гонщики ринулись в боксы, чтобы совершить свою единственную плановую дозаправку. Поехал на уже вторую дозаправку и Баррикелло, первый пит-стоп которого, по сути, стал бесплатным. Пока Пейскар собирал пелотон, а по трассе Формулы-1 рассекал Форд Мондео, забиравший нарушителя, выяснилось, что главный пострадавший во всей этой истории Дэвид Култхард. В те годы даже в топ-коллективах не зазывали партнеров по команде в боксы на одном круге. Из-за дозаправок время ожидания было слишком велико, но еще больше шотландец потерял, когда был вынужден медленно проходить в режиме машины безопасности почти 7 лишних километров. И если Хаккинен потерял только отрыв, то Култхард потерял сразу несколько мест и обнаружил себя только 6-м. Стоило машине безопасности уйти, как в собранном в кучу пелотоне пошла жара. Сначала развернула Ральфа Шумахера, от которого едва увернулся Ферстаппен. Затем не поделили дорогу Жан Алези и Педро Пауло Динец, которому не привыкать участвовать в зрелищных авариях. Не успел Пейскар уйти во второй раз, Хаккинен уйти в отрыв, Култхард понять, что за невезением с ним происходит, а Александр Вурц убраться прямо на стартовой прямой, как над автодромом пошел дождь.
Из лидеров первым за дождевой резиной по традиции поехал Хаккинен. Баррикелло, Култхарт, Френцен и Рикардо Зонта остались на псевдосликах, но механики в боксах Скудерии уже вытащили дождевой комплект, намекая, что ждут единственного из оставшихся своих пилотов. Через 3 круга Култхарт под давлением Френцена едва не вылетел. Зонте же спустя пару секунд в этом месте повезло значительно меньше. Сделав выводы из этой ситуации, шотландец решил не рисковать оказаться в гравии на следующем круге и также отправился за дождевым комплектом. Что до Баррикелло, то он так и не поехал в боксы и остался на псевдослике. Его механики, видимо, хотели перехитрить Макларен, и им это удалось. Дело в том, что дождь залил только стадионную секцию 3-го сектора и стартовую прямую. Длинные же лесные прямые были абсолютно сухими, и все то, что вышедший на второе место Хаккинен отыгрывал на залитой части трассы, он терял на сухой. Для Баррикелло же главной задачей было отыгрывать по максимуму в лесу и не вылететь на стадионе, чего удавалось не всем, даже обутым в дождевые покрышки. Долгих 10 кругов Рубенс гнал вовсю на прямых и крался на стадионе. Сначала Хаккинен приближался, затем шел вровень, а под конец даже стал немного отставать. Трасса подсыхала, и Финн изнашивал свою резину на сухих участках. На последнем круге Баррикелло максимально сбросил темп на мокром отрезке, чтобы уж наверняка, чтобы наконец пересечь финишную черту первым. После 7 лет в Формуле 1 и 124 Гран-при бразилец одерживает свою первую победу. Хаккинен и Култхарт финишируют на подиуме. Дженсен Баттон 4-й. Англичанин совершил выдающийся прорыв. Он заглох на прогревочном круге и стартовал последним, 22-м. Также добрых слов заслуживает Хайнц Харальд Френцен, на старте стоявший рядом с Баррикелло, совершивший похожий прорыв, но сошедший за 5 кругов до финиша, будучи 3-м. Да, этот гран-при был богат на прорывы из хвоста пелотона. А дальше был подиум. Здесь уже никакие комментарии не нужны.